Приветствую, друзья! Сегодня мы катаем фаерию и будем продвигаться в Годранг при помощи, наверное, одной из самых интересных колод в игре, колодой прыгунов, синих лягушек. И понаблюдаем за настоящим экспертом, мастером и гуру прыгающих существ Максом. Макс будет комментировать свои действия, делиться своим опытом. И, наверное, из своих многих часов, проведенных в данной игре, могу сказать, что Макс действительно лучший известный мне игрок на данной колоде. Поприветствую друзей, Макс, а я запускаю трансляцию. Всем привет. Но я бы прям так громко не замахивался насчет самой интересной колоды. Она очень эффективная, красивая, быстрая, но насчет интересных тут идей феерии много. Можете собирать все что угодно. И там какие-то зеленые бафы, красно-желтый бурн, не знаю, сакрифайсы, события, все что угодно. Хорошо, отлично. Тогда предлагаю тебе запускать поиск, и я буду подключаться к игре и будем транслировать поединки. Сейчас у тебя 15 ранг, правильно я понял? Сейчас у меня 15 ранг и 1 звезда. Да. Ну, Максим сказал, пообещал, что он без одной колодой, одной левой, одним мизинцем и без проигрышей заскочит в Годранах. Посмотрим, получится ли это у него. Посмотрим за экспертом. хорошо, хоть ограничение по времени не выставил. В течение 15 минут. Ну, в принципе, сейчас, к сожалению, в нашей любимой игре может 15 минут только битва искаться. Поэтому да. Да, может быть и такое. Хорошо. Но поиск битвы я уже включил. Пока и 2 минуты. Надеюсь, найдет достойного соперника. Пока ищется битва, друзья, я скажу, что такой момент, что дополнительные материалы, в том числе ссылка на колоду Максима, вы найдете в описании под видео. Мы их обязательно добавим. И какие-то интересные дополнительные материалы, гайды вы тоже найдете под описанием к данному видео. Поехали. Первая битва. Мы играем против Firewatch. Ну, соответственно, Макс это наш проэксперт, который, в принципе, и такой же самый ник себе создал. Наверное, есть немножко проблемы с воображением и креативом, но зато нет проблем с узнаваемостью. У тебя еще и хороший ник, я скажу, так как я знаю в игре Макс ник. Скорее всего, человек пытался занять твой ник, но у него не получилось. И фантазии на что-то новое не хватило, да? Да, да, поэтому тебе повезло, что ты был первый, у тебя могло бы быть Макс ник. Или что-то в этом духе. Так, в этой колоде очень важно занять землю рядом с вражеским колодцем, чтобы оттуда разыгрывать мистических зверей и, собственно, создавать давление на противника. Ну и удешевлять колосс, одну из таких интересных фигур, плюс мистический зверь. И сейчас вот как раз мы рассмотрим стайл гайд, потому что это не просто будет игра, а еще это как для новичков или даже, я бы сказал, для средних игроков будет много чего нового интересного. И в данном случае посмотрите на правильный розыгрыш, когда есть карта исследования, то есть когда вы ходите вторым на данной колоде. В этой колоде, помимо данного пророка, который умеет двигать земли, есть еще элементали. И очень высокая вероятность того, что если не заходит элементаль, то заходит этот пророк. И можно быстро продвинуть землю к колодцу. Она является ключевой, главное ее там построить. Дальше уже за нее воевать. Да, это правильно. Смотрите, друзья, фактически на втором ходу или при помощи элементали, или при помощи данной карты пророка приливов мы фактически уже занимаем этот важный для нас колодец и угрожаем идти в лицо, так как это прыжок. И большинство карт в данной колоде именно на прыжке завязаны, имеют эту особенность.
Здесь сейчас стоит Да. выбор, пойти еще более угрожающе или поставить для дабл коллекта. Но я думаю, стоит занимать землю. Мы, похоже, играем против зелено-синего рампа. И он очень быстро может застроиться. Поэтому да, Вот он, можно... мистический зверь. Его особенность в том, что он получает баф плюс 2 единицы к атаке и прыжок, если разыгрывается рядом с колодцем противника. Да, причем за 3 маны при правильном розыгрыше вы получаете очень хороший темп, очень классное существо. И добавляем лягушек. Я все же выбрал поставить более агрессивно землю, потому что с нее можно очень страшно и угрожающе разыграть волнового колосса, который в процессе игры удешевляется. По Мгм. его особенности, собирая ману из колодца противника, становится на 1 дешевле, но не более чем до 4 снижается его стоимость. Да, и существо 7-7 мы можем разыграть за 4. Вот уже даже на одну ману стоимость уменьшилась его сумма. Вот, кстати, справедливости ради хочу сказать, что играем против сложной колоды, где есть сильные существа, еще и с насмешками. И это будет, возможно, не такой уж и легкий поединок. Я даже не уверен в том, что это будет победа, но посмотрим. Нет, ну челлендж мы слышали, и твое обещание. Я все же думаю сейчас, желательно разменяться с ним, чтобы был пустой стол. Ману не собирает, я сейчас соберу. Я Думаю, сейчас соберу для одно из таких колод лягушек. важна мана, а если мы ограничиваем, то колода на лягушках, кстати, она имеет среднюю стоимость, не знаешь, не помнишь, какая у нее примерно? Не помню, но я могу это посмотреть. Ну, мне кажется, между дешевой и средней по стоимости. То есть такая хорошая стоимость. И чаще всего даже тут бывает, что карта в руке заканчивается, а мана еще остается, если идет контроль. Здесь из дорогих карт только волновой зеркальный фантом. Также есть дорогая карта по землям, это Лягушевич. Да, Ага, против он тоже. сразу же пошли в бой против такой контр-колоды, я бы даже назвал. Интересно. А может, ты хочешь законтрить лягушку какую из них? Ту, что перед Хочу лицом? вообще дать в лицо просто. И собрать ману. То есть ты думаешь пойти в лицо сейчас. А почему именно в лицо, если тебе все равно законтрят? То, что ему придется отдать Я существо? сейчас же хочу и элементаля поставить. Ему Мгм. придется выбирать, убивать 3-2 или 3-3. Если убьет 3-2, то я также соберу ману. А если 3-3, то у меня остается существо на столе. Ну, Мгм. да. И 4-я земля, не знаю, где ее ставить. Ну, Наверное, поставлю. между колодцами. Потом Да, там может быть и Аврора станет на дабл коллект туда. я тоже думаю насчет между колодцами. Ну, это так, это просто 4-я земля ради разрушения. Больше земель мне уже не нужно. Хотя вот Честно. смотри, Максим, ты мог бы 3-2, ну да, ты не мог 3-2 удариться по центру и построить аж там воду, потому что он бы тебя контрил 2-4, а тут усложнить, да, такой спам перед лицом сделать. Соперник, кстати, уверен в своих силах и пошел. Но здесь же есть у тебя приказ императора, очень хорошая карта, Да, универсальная. есть у меня и приказ императора есть, и унизительный взор есть, и разрушение. Тут как бы есть чем контрить. Вот плохо, что он как бы сыграл именно так, забрал существо, не дал мне разыграть, ну, не дал собрать ману, потому что если бы я собрал ману, то волнового колосса я бы уже за 4 разыграл прямо Ну, сейчас. возможно, стоит взять ману, стать на дабл коллект и сейчас поставить колосса угрожающего. Да, он подойдет насмешкой. Ну, я тут не буду советовать больше. Все-таки ты принимай решение, как ты. Это, как бы, я думаю, у Я тебя здесь согласен первостепенное Я влияние. согласен с таким решением, потому что у меня остается 2 существа на столе, а 3-2, даже если бы я бы и ударил в лицо,
он все равно выбирает элементарем, и это мне Мгм. как бы ничего Ну особо да, не дает. давай договоримся, вот такой маленький нюанс. Если есть два решения, бывает и я, знаешь, вовлекаюсь в игру, что-то могу советовать, то ты все-таки принимаешь решение, которое бы ты больше принял, да? Ты можешь прислушиваться, возможно, даже так думать, а я это просто буду озвучивать там для зрителей, ну, а ты будешь все-таки решение за тобой, как бы ты играл, чтобы здесь минимализировать мое влияние. Все-таки здесь твой гайд, интереснее посмотреть. Посмотрите, он очень активно и уверенно прям идет в лицо, уверен, что перебьет меня. Там сколько у нас? 5, 3, 8, 10 здоровья. Он наносит на следующий ход. И выглядит это весьма страшно. Ну, здесь унизительный взор, 7 в лицо. У него Мгм. остается 10, и я тоже наношу как бы летал. Ему надо что-то придумывать. Возьмем ману для того, чтобы была возможность, там, например, лягушку со спешкой нашу, Но жабу здесь ниндзя. риск тоже, да, идет. Смотри, зеленая Но колода, это может быть мне баф. другого ничего не... Ага, вот он Это баф. может быть баф. Would you like some tea? Да, я проиграл. Все ж, друзья, вот на этой замечательной ноте завершается успешный проход нашего эксперта до Гудранга. Но, к счастью, у меня была одна звезда на данном рейтинге. Поэтому 15. все чисто, как бы, да, с 15 ранга можно в описании сделать, что ты идешь до Годранга. Да, теперь я без звезд просто. И, естественно, нет серии побед. За серию побед можно получать дополнительные звезды. За более сильного противника тоже начисляются дополнительные звезды. Ну, в общем, если все заходит отлично, можно в Годранг заскочить вообще очень быстро. Ну, давай проанализируем ошибки, пока идет поиск. Вот как думаешь, ты Ошибки? сейчас, как бы можно было по-другому сходить? Ты тоже играл без сейва, и... Никак. Никак, потому что То есть у обречена него была катка? колода изначально сильнее. Ну, зеленые существа против сильных по атаке и по здоровью имеют огромное преимущество. У меня было преимущество только в скорости, но я как бы и выигрывал. Там сыграла огромную роль именно Аврора, этот последний баф, с помощью которого он нанес литал. Ну, вот Аврора, я все-таки, да, так думаю, это был риск очень большой. Я не ждал, честно говоря, тоже Аврору. Но я ждал баф, условно, 2-4 усиления в зеленых картах. И мне казалось, это будет тоже летал. Уж сильно он уверенно отдал тебе свое лицо. И ничего больше туда не ставил. Он подошел насмешкой. Но у зеленой Это колоды читалось, думаю. У зеленой колоды могут быть отхилы, ты сам себе там здоровье восполняешь тем же, я забыл, как называется это существо, есть там существо, которое дает 5 здоровья, это и также бафы. Но 2-4 там просто баф его не спасал. Не спасала Аврора или отхил. Это да. Так, друзья, мы тем временем переносимся во вторую битву. Против игрока играем с ником IDK. Наверное, так правильно можно назвать. Я думаю, Эдик. Давай его звать Эдиком на нашем. Так, данные карты у меня вроде как выглядят хорошими, но я меняю все в надежде найти элементаль или какое-то движение Для по разгона, земле. да? Темп тут Не играет. нашел. Тут, кстати, ну, наверное, здесь будет нестандартная игра, потому что действительно очень часто заходит элементаль. И, ну, мы играем вторыми, что тоже может быть хорошим вариантом. Здесь ход второй, исследование карта, значит, у нас. Если присутствует элементаль или какое-то движение по картам, то можно проходить колодцу по флангу, как это было в предыдущей игре с помощью исследования на второй ход уже там земля. Если у нас нет исследования или нет элементаля в руке, то мы проходим по центру до середины, а дальше выбираем, в какую сторону идти, влево или вправо, в зависимости от того, куда все-таки пошел противник. Смотри, кстати, это уже и смех, опять как на подбор контрдека зелено-синие. Мы, конечно, я не уверен, что это будет рамп и такой же сильный как, но тоже будет, скорее всего, сложная игра, но тем не менее от этого еще и более интересно. То есть, да, такой, ты ходишь по центру, я думаю, это и психологически заставляет человека защищаться больше, думать о защите.
А, Я так скажу, это точно открытие Максима, потому что я так раньше не играл. Я не видел, чтобы кто-то так играл против меня, именно чистыми лягушками. Поэтому это тактика, я думаю, Максима. Точно, первый человек ее изобретатель. Я думаю, ты можешь запатентовать, как-то назвать этот розыгрыш в своем гайде. Там добавить свою торговую марку, личный бренд. Да, это похожая колода на предыдущую. Насмешки, бафы, сильные существа. Неприятно, согласен. И как чем-то бы еще здесь еще и у нас... Ух, Ага, сразу спам ага. стола, серьезно. Ну, он мог бы, да, спам в защиту. И мне кажется, это благодаря тому он использовал 3-2. 3-2 сейчас. Не, это сейчас ему ничего не дает, кроме Да, да. существа на столе. Но Но это мне кажется, существо вот он так важно. вынужден был поставить благодаря агрессивной постройке твоих земель. Это тоже плюс. Если бы ты был условно сейчас сбоку, но он был не факт, чтобы он бы стал 3-2. Так ты можешь перед лицом сейчас поставить. Ну, много у тебя вариантов. Так, какие у нас варианты? Да, 3, 2, вариантов 5, много на мана. самом деле. Я думаю, превратить в 5-5 и императором у тебя сильное существо остается. А зеркальный фантом стоит перед лицом у него прямо. Но это мой вариант. Я бы сейчас так разыграл. Так, смотри, 7 плюс 2, 9. Остается 2 маны, не хватает. Я могу другой вариант сделать. Унизительным взором и приказом, это 6 маны, уничтожить 5-6 и выставить при этом мистического зверя и построить землю. Я пока склоняюсь к этому варианту. Ну окей, окей, играй свой вариант. 2, 3. И лягушка у меня тоже выживает. А дальше лягушку уже можно будет попробовать превратить в мистического зверя. Я как бы вообще в удобной позиции. Если ты проиграешь, я скажу, надо было слушать меня. А если ты выиграешь, то просто забудем этот момент, так как ты тут главный. Как тебе такая? Нравится зона ответственности? Мне Супер. нравится. Это как лучше всегда быть пессимистом, потому что если это произойдет, ты скажешь, я был прав, а если нет, ты будешь приятно удивлен. В данный момент он вроде как благодаря своим мощным насмешкам все контрит, но А вот давай смоделируем ту игру, сейчас бы у тебя стоял в 5-5 зеркальный тут фантом. так И... это все легко решается. Не, я Смотри, просто лягушение моделирую. А раз, здесь всё, лягушение будет, да? Правильно я понимаю? конечно. И я причем я разобью 4-5 эту лягушку, Ну, а чтоб 2-2 жило. уйду в лицо. Для того, чтобы оставить свое живое существо, и если что, лягушка потом сможет разменяться с 3-2. А такой вариант, а что если не в лицо идти, а закрыть его, где, скорее всего, он сейчас что-то опять поставит, закрыть его лес? Это просто Зелёный предложение. Ему придется терять тоже или темп, или строить еще сейчас один лес, а у него их уже 3, он, скорее всего, будет лишним, если это не на дереве колода. это тоже интересное предложение. Но с другой стороны, я так движения никакого не создаю. Он сейчас 3-5 там убивает твою Мгм. лягушку в центре. Я, Ну, кстати, могу... Вот теперь я могу прыгнуть. Ну, хотя так я его заставляю строить землю, чтобы его 3-5 прыгало ко мне. Иначе он не прыгнет. мгм. Ну, да, я бы тоже, наверное, оставлял именно ту лягушку. В любом случае, наверное, в лицо иди. У тебя есть зеркальный фантом, и ты прыгну. можешь ему сделать нежданчик в любой момент. И прыгну я на свою воду, чтобы он не доставал меня 3-2. Пускай не достает, пускай мучается. Вот, он уже построил землю. Идет в лицо. Я также могу и лягушку в дефе сделать 5-5 и уничтожить его 3-5. Это тоже хороший может быть ход. А при этом зеркального фантома самого поставить. Да, и у меня будет как бы и там неплохое существо. Ну да. Или ты можешь вообще поставить сейчас 2 зеркальных фантома, превратив свою лягушку перед лицом. Но тут может быть ошибка, как в прошлой Но игре. тут риск, потому что он тоже играет на зеленых.
Он тоже играет на зеленых. Так, секунду, надо подумать. Я думаю, стоит ли строить землю справа, чтобы потом, в случае чего, иметь возможность строить, ну, ставить существ и с той, и с другой стороны. Или не стоит. Как бы земли мне уже не нужны. Мне просто надо... Да ну разве что я бы строил, чтобы для дабл коллекта. Ну, тоже не знаю. Давайте сделаем вот так. Я нижней лягушкой собираю ману, разыгрываю зеркального фантома и все-таки собираюсь более своевого, заберу 3-5. Ну, еще и 3-2 ему придется размениваться или чем-то еще и контрить. Хороший ход. И в лицо не забываем ударить. Тут интересная тактика, что не надо пытаться всегда контролировать, чистить доску. Если это получается, это, конечно, замечательно. Но вот сейчас лучше идти в лицо. А 3-5 он все равно вынужден будет сейчас чем-то биться. И у него насмешки нет, он ничем не мешает. То есть игнорировать его, да, и... Ну да, тут тем более он так разменялся, чтобы оставить свое существо. Баф на него не упал, хотя он мог разбиться. У него бы баф упал на Понюха. Понюх бы выжил. Мгм. Но он решил этим существом еще там вторую лягушку, например, забрать. Посмотрим, чем он сыграет. В данный момент у меня нет ни лягушения, ни унизительного взора. Если у него будет какая-то мощная насмешка, это составит мне проблему. Ну, это будет насмешка. Что он выберет, интересно, для насмешки? 3-5 и насмешка, наверное. Делаем ставки. 3-5 и насмешка, да. Это неприятно, так как я, по идее, мог бы зеркальным фантомом просто его вынести, но насмешка не дает мне убрать ловушку. Ну, может, сейчас придет. Ну, вот Да, есть решение. приходит жаба-ниндзя, я ею играю от другого колодца. И я разменяю жабу-ниндзя и лягушку, а опять дам в лицо. И он снова остается без бафа. Я уже с 2 вражеских колодцев. А жизни понемножку, тем не менее, испаряются. И сейчас уже тут больше думать только о защите, а не атаке. Вот и как бы перекрыли кислород. Ну, кислород у него прям так сильно не перекрыт. У меня всего одно существо, которое контрится как бы насмешками. И ману он может собирать. И у него все неплохо по мане 6. Ну, тебя, по слушанию, вообще все замечательно в этой партии складывается. 7 жизней, перед лицом 5-5 и 3-1 существо на столе. Но сейчас ему нужно тратить баф, чтобы убивать 5-5. Потому что оставаться на 2 здоровья, учитывая, что я уже показал, что у меня присутствуют насмешки, очень опасно. У него, наверное, нету такого бафа. Но при этом, я, кажется, уже две спешки использовал. Я не помню сколько, 2 или 1. Это, кстати, тоже плохо. О! Ну, я не знаю. Я думаю, тут Да спамить, лучше выставлять. лягушки. Тем потому более ты что его 2 сейчас хп. бьешь, у него остается 2 жизни, у тебя 2 лягушки, а лягушение. Если это будет Я таунт, даже становлюсь на его воду, чтобы ему там было сложнее. Так. Наверное, возьму... Так, потери на соединении игрой это было у тебя или только у меня? Не знаю, у меня все нормально. Ага, значит это было у меня. Ну, у меня нормально все вернулось, отлично. Друзья, не обращайте внимания, это в данный момент это была техническая заглушка, чтобы Максим включил читы свои, посмотрел колоду соперника, если у него таунты. Сейчас, по идее, очень серьезно наклевывается летал. У меня есть лягушение, его таунт, или даже если он чем-то закроется, там, с рывком, или еще чем-то закроется, я превращаю в лягушку, уничтожаю это существо. Ну Но все, он в сдался, данном у него случае не было мне- даже чем... Даже не пригодилось олягушение. Ну, одна лягушка шла на размен с другой лягушкой, а вторая добивала. Вот пример
хорошей игры против контр-колоды. А я даже считаю, что это была, ну, не прям стандартная игра, потому что меня вынудило отсутствие элементаля какого-либо передвижения идти через центр. Я так обычно не играю, это крайняя мера. Это Мгм, вариант, когда мгм. нет движения. Так, хорошо. Приятно, что быстро находятся игры. И Фьюри, сейчас по-моему, мы с ним уже играли. Не сегодня вообще. Макс играет против Фьюри. Это будет третий поединок. И пока что последняя игра это победа. И Макс уверенно идет к Годрангу. И, возможно, Пока со- скоро будет делать это семимильными шагами. Когда будет серия побед или будут появляться соперники из Годранга. Внимание, ну, это один из редких случаев не захода. Два волновых колосса в руке. Такое бывает крайне редко, но случается. Мгм. На моей памяти это, наверное, вообще второй раз за все время моей игры в эту игру. Ну, бывает и такое, у тебя потеряется темп, но все еще будет шанс прижать. Я понимаю, Не, когда на втором ходу возле твоего колодца соперник уже ставит колодец, а бывает еще и существо, угрожая лицу, так как у него прыжок, неприятно. Здесь у нас будут летуны, это точно будет колода на летунах, возможно желтый темп. Кстати, тоже такая колода, ее сложно да, бывает законтролить, так как здесь будут перемещения, будут различные такие события неприятные. колода тоже неприятная. Я не люблю желтых летунов. Они на самом деле очень мобильны, очень вариативны за счет И могут хорошо зачистить стол от прыгунов, да. у них существа посильнее будут, например, 2-4 контрит две моих лягушки, и имеет полет, ему даже земля не обязательно. И Да, он и может... сейчас вот этот самый 2-4, каждое существо, которое попадает в руку, дает ему... Сколько оно дает? 1+1? Да, +1+1. И к атаке дает, и к жизням. Ох. Колода на желтых бафах именно летунов. Я пока не вижу надобности там разбивать здания или как-то по-другому играть приказ императора. Пока Просто, просто строим земли. Пускай просто боится. займу ключевую для себя землю, хотя бы одну, чтобы оттуда можно было что-то играть, а дальше будем выкручиваться. Но я чувствую, он уже строит сильную защиту, и мне будет тяжело, Мгм. как минимум. Да, пока что неприятно. Посмотрим, интересная ситуация. Он может и на дабл коллект пойти, хотя не пошел. Я бы 6-3 двигался вперед и потом, в случае чего, между колодцами. Я думаю по поводу боевых Надеюсь, не жаб. колосса. Нет, не есть боевые жабы. Но насчет унизительного взора, для того, чтобы типа лягушка выжила. Ну, Ну а лягушка не выживет ли выживет, она? ты не забывай, что там здание. Вот, Здание вот. не даст выжить. Или если здание ты Здание я убьешь. могу тоже разрушить, но он может поставить еще одно. И как бы... Но мне очень хотелось бы, чтобы лягушка выживала. Очень. Потому что она соберет ману, и колосс там уже, например, 7 будет стоить. Ну, тут можно рискнуть, как вариант, потому что он ее в любом случае зачищает. Разве что надеяться, что потом будет спешка. Я рискну. Это здание в любом случае у него стоит всю игру, и уничтожить, как бы для него тоже это неприятность. Да, это неприятно ставить, давать свое существо Ага. под удар, но Я разобрался со зданием, он разобрался с лягушкой. но он карту стоимости за 4 маны отдал. Но я две карты отдал. Пора спамить.
Пора спамить еще. Сейчас сложно, у нас 2 колосса, и они не уменьшаются. Я даже не знаю. Надо, наверное, строить. Тут все просто. Мы Строить. переходим лягушкой в коллект. И на следующий ход я смогу собрать, так или иначе, с того колодца. Мгм. Начать удешевлять своих волновых колоссов. Гнева Фейри. Ну, пока соперник себя очень комфортно чувствует. Комфортно. Неужели он сейчас 1-2 отдает? Тоже ему не хватает, видимо, фаерии. Не знаю по поводу Авроры. Аврора только в комбе с приказом императором или унизительным взором играть. Я бы, может, еще убил бы 1-2 и, может, дропнул колоду. Если я Или дропну, знаешь, то я бы Аврору разыграл я точно не- колосса. Я бы не стал жалеть одного за 7. Мана у тебя хватает. Ну, можно вначале дропнуть карту еще. У тебя много маны. И если ничего интереснее не будет, разыграть колосса. Я бы Аврору меня приберег, честно два говоря. варианта. Сыграть через Аврору, для этого нужно построить синюю землю и приказ. Либо действительно колосс. Колосс за 7, ну 7-7 это как бы нормально. Попробуй дропнуть карту, еще не спеши. Может, там что-то интереснее будет. Пророк. Ну, в нагрузку. Или между пойти по левому флангу на сбор маны. Пророка я сейчас выставлю налево, пускай он там стоит, Мгм. берет. Хотя бы одну ману будет брать, и уже какое-то существо будет контрить его летунов по левому флангу. Ну и он не сможет на дабл коллект пойти. Да, А сможет. почему ты не выше? Нагло пошел бы на 2 колодца. Не-не. Оставим так. У него тоже много маны и... Ага, он закрывается. Если он сейчас твоей лягушке даст выжить, то очень замечательно сыграет Аврора. Если это будет все, то это очень... Я все же думаю играть... Ага, если он там еще что-то поставит на песок. Ну, Поставит. он спамом, похоже, просто пока закрывается, чтобы выждать, чтобы против этого темпа сыграть твоего. Ну, тут так вообще замечательно все заходит. Тут, правда, если бы еще одна мана и мистического разыграть, и Авророй законтрить. Так, Вообще, хватает 3-7. Я могу ну, Аврору земля, выставить. земля. А, так действительно всего хватает, да-да. Всего хватает, все отлично. Я Аврору кидаю между колодцами. Ты 7-7, но я бы пошел, наверное, во второй 4-4. Ты думаешь 7-7 убить 4-4, а потом 6-6 лягушкой убить другого 4-4? Да. И оставить ему существо, но... Ну, я бы так. 6-4, одну ману он может подкосить чем-то тебе очень легко. Would you like some tea? С 3 манами, ну разве что только придется Все кошмар равно, тратить. все равно остается 2 существа. Но так я не сыграл мистического зверя. Но я его могу и на следующий ход сыграть. Это не... Наверное, я все-таки стану на песок. Во-первых, песок это особая игра, на которой он разыгрывает, а во-вторых, оттуда меня опять 3 не достанет. Вот, дальше я ничего не играю. События оставим на более какие-то нежданчики. Здание его приносит Фейри, ему дело Фейри, когда он его сломает. Мгм. Ну ты его тоже можешь еще успеть при Я- желании. Я бы... Приказ наносит 4 урона. Видишь, Я могу- ему не хватает маны. Может, стоит задуматься о том, чтобы приказом императора сломать. Ну, тут тоже очень пока все неплохо складывается. Может сложиться. Может сложиться, может. Можно тут даже приказ императора не тратить. Можно зачистить. Можно жабой 5-3? ниндзя Не, да, 5-3 зачистить, а 6-2 бесплатно убить его потенциальную ману. А 5-2 он на следующем ходу тоже не соберет ману.
И колоса А поставить. зачем чистить 6-3, если я могу 6 нанести в лицо, построить землю Мгм. слева, собрать с его другого вражеского колодца? Это тоже важно, колосс за 4 будет. Я так и сделаю. Да, наверное. Я, И видишь, я на уничтожить. контроль доски. Я бы вот играл через зачистку всего, а ты тоже интересно. И уничтожить здание. Он остается уже без маны. И этот вариант мне даже больше нравится, да. Он остается уже без маны. Идешь 6-2 в лицо, еще и ставишь колосса. При этом у нас тут недалеко так себе мирно чилит Аврора, которая может при желании собирать с двух колодцев, там просто землю нужно поставить. И также она превращается отлично в зеркального фантома 5-5. Ну, с маной у тебя все замечательно, и карта у тебя дешевая. Он идет на размены, теряет темп. Ну, это вообще ни о чем. Можно его и не трогать даже пока, наверное. Это приказом чистится Да, в да, случае ну чего. и не набирает он. Можешь превратить его Иону в зеркального фантома, чтобы интереснее было играть. Вот, кстати, я думаю, тут можно Авророй подходить ближе. Да, я собираюсь подходить, но при этом я поставлю мистического зверя, чтобы у него все-таки был больше акцент чистить стол, потому что Аврора вроде бы как ничем не угрожает, но это обманчиво. Тут у него есть, как он может еще защититься, сыграть последний кошмар, наверное. Таунтов Да, у него, наверное, нету. хорошо, последним кошмаром он закрывает 7-7, а как она называется? Ионой закрывает лицо. Он просто сдался. Поздравляю. Я Вы правильно победили. понимаю, что следующая победа уже дает ускоренное прохождение тебе? Да, даже эта победа мне дала ускоренное А, прохождение. две победы подряд дают, да, уже серию? Нет, это была не серия, это был более сильный противник. Я не обратил внимания, какой у него рейтинг, но... Я, кстати, тоже. Давай я буду обращать внимание на рейтинг, тоже для интереса, чтобы это было. Но, как видим, он был сильнее, потому что за него мне дали аж 2 звезды в рейтинге. Ну, друзья, видите, несмотря на незаход, даже и в стартовых картах 2 была элементаля, и казалось ходу на 4-м, что будет вообще уже нереально, как он выставлял, но лягушки вытаскивают этот момент. Несмотря на то, что не хватало в начале темпа, и я помню эту ситуацию, когда у тебя было только 2-2-2 на столе, у него там и капитан 2-4, как правильно его, небесный капитан или как он называется. Это карта, которая бафает летунов на 1-1. Да-да, в в какой-то итоге момент мне ты тоже хорошо законтрил. показалось, что будет очень сложно, но на самом деле было все нормально. Он не перешел в атаку, не создавал мне угрозы. Единственная сложность была тяжело пробить его защиту, сделать так, чтобы моих существ было больше и они стали сильнее. Но как только я зачистил стол, то сразу преимущество перешло на мою сторону. Хорошо, а соперник, вот в чем он ошибся? Вот, мне кажется, он играл грамотно, он спамил, закрывался постоянно, земли хорошо выстроил. Или тут, я даже не знаю, чем тут можно было ходить. Я не знаю, но по атаке он бы меня точно не перегнал. Если бы я пошел чисто в атаку, точно бы не перегнал. Ну, у меня колосс хорошо сыграл. Колосс Так, сильнее. против нас играет Expand Your La. Ник интересный такой. Наверное, видимо, не хватило. Не хватило символов для полного завершения. Возможно. Кстати, да, я в режиме наблюдения не вижу ранги, поэтому ты озвучивай. Ранг противника 9 и 2 звезды. В данной руке, как лягушение я точно убираю. Я думаю еще по поводу Авроры. Наверное, оставлю, так как это Аврора, все-таки легенда. да, она хорошая карта. Здесь идеальный заход, и мы посмотрим сейчас стандартную конфу, когда на втором ходе, стандартную ситуацию развития, будет стратегически важный колодец возле врага уже занят. Ты сможешь и пророка сыграть, при желании, Конечно, здесь для полного счастья было бы еще приказ императора,
Ну и Но это уже это уже было бы слишком сильно много. грех, да. С одной стороны, ты 4-2 можешь сейчас уйти с его обстрела, и он вынужден будет или разменяться с тобой, там, или Я еще так и что-то сделаю. сделать. Я вообще вот прям Под перед лицо. лицом у него поставлю землю, и пускай он там разменю. Внимание, второй ход. Да, но он Мое может особая бесплатно фигня. забрать 3-3, что обидно. Но ему не повезло. Он его не заберет. Но он Внимание, нашел моя чем особая перекон. земля на второй ход прям под флангом противника. Вот, Это вот это уже... красная колода с неприятными фейками, как которые при бафе, при событии получат дальний бой и баф. Так, сейчас почему у меня не отображается? У меня почему... и получат плюс 3, плюс 1. Ну, такая неприятная ситуация. Тут Максим решает все сделать спамом, чтобы у противника закончились сайферы, закончились всплески еще в начале игры. На самом деле я просто хочу убрать этих феек, потому что Но я опять не же ему против. не везет, потому что они опять не бафаются. Ну, не все заходит в первых Да, да, да. 2-3 картах. Но сейчас, вот, кстати, хороший мув. Ты обратил внимание? Вот, я думаю, это классная карта для колод Дисфеми. Что он сделал? Он ритуалистом обновил и еще раз дропнул карту. Ты это видел? Да, И хорошая, но потенциально он мог бы... Ну, сейчас ты все контришь уже, понятно. как видим, это все равно, как его, ну, не спасает абсолютно. Ну, да, но если б бафнулись фейки сейчас, это уже прям Я сейчас, вот сильно не прямо везет. сейчас чищу весь стол. Я приказ приберегу. Приказ приберегу. Но сыграю через Аврору и лягушку 2-1 у лица. И сделаю 6-6. Посмотрим, что он на это сможет ответить. Да, и- Сможет Would ли you like вообще some что-то tea? ответить. Еще важный мув, обратите внимание, так как лягушка в любом случае выживала, вначале мы ударились, чтобы у нее статы 2-1 остались, а потом превратили в чистое 6-6. По-моему, эта колода связана с дальними боями, ему сейчас будет тяжело чем-то. Хотя да, тут есть, ну я не знаю, чем это с 6 манами, чем это контрить. Ну, лягушек можно Сложно. законтрить, но 6-6 законтрить очень сложно. ему Ну, будет. всплески отдавать или что там еще может быть лежать. Бомба. Может бомба, может насмешка какая-то стоять, тоже бывает у красных. Вот она. Ага, интересно. Интересно он сыграл. Ну, опять же, тут как бы не все так Да пока просто. все и хорошо то у тебя складывается. Я просто уничтожаю лягушкой, и для меня на этом проблема заканчивается. В данном случае, чтобы давить, это не жалко, да. Ну, я бы, наверное, более изящно сыграл, но окей. У тебя есть еще мана, да, и ты можешь разыграть еще и мистического зверя, Так и и сделаю, вообще да-да-да. будет все хорошо. Только, наверное, Справа. справа, да, для того, чтобы не давать ему возможность какой-то одной насмешкой все привязать. Я думаю, он сдастся. Ну, с 5 манами уже законтрить и 6-6, и 4-5. Хотя две фейки таких ему зашли мощно, и я думал, если они сейчас бафнутся, то Ну это да, составило тут, мне тут ему сложность. вообще не повезло в этом плане. Хотя я думаю, ты и с фейками бы законтрил. Ты быстро, да, сдался, поздравляю. Уже есть серия побед? А, Да, есть. У меня теперь и более сильный противник, и серия побед. Я, получается, 3 звезды за одну победу получил. У меня уже 14 ранг и 2 звезды. Это замечательно. Помимо рейтинга, за каждый бой, за каждое сражение там понемножку насыпают голды, за Мгм. которые можно в магазине покупать
косметику или сундуки, я не знаю. Прикольные аватары, всякие фразы, красивые колодцы, рубашки, карты и тому подобное. Там, конечно, дают немного, но если постоянно играть, то можно на что-то накопить. У меня, например, на аккаунте 150 тысяч золота. Да, ну вот, кстати, как такое конвертировать? Все DLC, всевозможные карты куплены, есть. Я бы как сделал? Мне из моих, у меня достаточно много наборов. Уже и Фугора собранный, и с эмоциями, и Шара собрана, и Махда, и Аврора тоже собрана. Вот скоро Халим докуплю. Мне выгоднее, что я увидел, все-таки купить много мистических сундуков золотых. Потому что здесь ты в любом случае получаешь за голду, а там ты получаешь довольно-таки часто, а бывает и в одном сундуке сразу два, орбы, вот эту всю косметику. И я думаю, что открыв на такую сумму сундуков, эти наборы потом для тебя останутся, будут очень дешево стоить. И, то есть, когда чем больше у тебя предметов из этого набора, тем больше скидка получается. Поэтому Да-да, я лучший вариант, наверное, ну я бы действовал, это закупка золотых сундуков. как раз недавно я докупил 2 набора, ну, там уже эмоции оставались. Это была Магда и Кхалим по 2500 золота. Но я так понимаю, что все у меня уже было, вся косметика, а там докупались только эмоции. Ну, я не Да. знаю, по завершению нашей игры я там могу, например, 10 сундуков каких-то купить, открыть для интереса, посмотреть, что выпадает из них Давай, вообще. я пока ищет как раз по магазину, похожу, чтобы для видео посмотреть. Но ты мне, пожалуйста, в этот именно раз скажи, что ты уже в бою. Хорошо? Хорошо. Вот здесь мы видим наборы. Я думаю, что новички, наверное, только этого не знают. Но я прокомментирую. Это наборы карт, которые сюда входит обычно. Это уникальная сфера, орб, колодцы, где есть мана. Также входит аватар, рубашка карт. И есть еще уникальные эмоции. Эмоции — это когда мы можем поприветствовать или какую-то эмоцию определить, и она будет отличаться от стандартных там приветствий, условных оскорблений, насмешек. Вот все основные наборы, какие у нас есть. По сути, это легендарные персонажи. Это Таурум, это Халим, у желтых легендарная карта, это легендарная красная Сайфер. Таурум — это легендарная в зеленых. Вот, кстати, Хааки — это исключение. Насколько я знаю, в Хааки нету легендарной карты. Есть Фугора, легендарная карта у Лягушат, но там есть Аврора. Вот есть Аврора, у меня они просто куплены уже все. Набор Крога, набор Магды. У меня Это... уже поединок. Я тут заменил все карты в поиске Мгм. элементаля. Он не пришел. Не пришел, но хожу я вторым. Играем мы против Смолбуров. Смотрите, Какой сказочник. ранг? Он 13 ранг. И 13 ранг. есть все звезды, кроме одной, почти 12. Да, у тебя, в принципе, хороший заход. Есть пророк приливов. Есть Ну, пророк да, приливом. да. Противник спамит пустые клетки, но благодаря пророку, несмотря на то, что элементаря нет, я уже все же на втором ходу смогу поставить ключевую землю. Начать удешевлять Why so колосс. serious? Да, это интересная, кстати, колода. Возможно, она на пустых или не требует много особых земель. А на степях работает. Ключевая земля построена, даже если она там будет одна, это уже хорошо. В крайнем случае, даже если он меня выбьет и займет ее, я могу построить еще одну, тоже возле вражеского колодца, да, далеко, но все-таки более сильное существо лучше, чем без бафа. Ух ты. Это бафнул его шут, правильно? Насмешка дала ему +2, +2. Да, это Шут Мгм. им подарил такую. Ну, как я Э, как бы с ним не могу разменяться вообще никак. мгм, мгм. Ну, здесь, конечно, не хватает
приблизительного взора здесь не хватает. Мгм, Ну, мгм. ничего страшного. Я тут играю элементаля воды. Я думаю, жабок может стоить тоже. А потом Разыграю даже элемент... с приказом императора жабку одну отдать. Подожди, подожди, он же еще и бафнется. А, нет, это не тот. Это не тот. Есть як, А, который... этот еще за степи, по-моему, бафается. Нет, этот, А, нет. если у тебя меньше 10 жизней, он бафнутый будет. Это не тот. Тот нежданный герой называется карта. Она после выживания в первом бою еще и бафается. Это вообще был бы, кстати, такой мув хороший. Да, весьма неплохая карта. У него пробафалась. Но по-любому элементаль. Тут вопрос, боевые жабы или... Наверное, боевые жабы. Наверное, да. Я разменяюсь, чтобы сыграть боевых жаб. И решил ты сейвове сыграть, да? И чтобы 2-2 не достал до тебя. Сказочник. Вот эта вот карта. Да. Ну, помимо этого, еще он, например, разбивает одну мою лягушку, а я другой собираю с колодца сразу. Очень важно собирать эту ману, потому что колосс слишком дорого. Вот, разменялся. Угу. Вот, Кстати, это вообще прекрасно. Это да, мне да. нравится, это хорошо. Вот, противник- Дорогие друзья, я напомню, что для приказа императора сфера не есть каким-то дополнительным ограничением. Это просто зря потраченные 3 маны и события. Очень приятно было сыграть, да? Такое событие за 2 маны сейчас. Да. Я в данном случае все же выберу законтролить стол, собрать лишнюю ману и поставлю там мистического зверя или боевых жаб, или мистического зверя. Лучше, Я, наверное, мистического обставил. Ты и так тут сейчас контролишь все. да, у меня тут есть элементаль на подстраховке, если что. А на Но щит следующем был- ходу можно, конечно, вот теперь, сейчас, я думаю, можно было и жаб разыграть. Потому что ты мог бы 0-2 контролить тогда. Ты мог бы 0-2 контролить, чтобы он Ну, не 0 собирал ману. Ну, ты можешь это сделать на следующем шаге. заставьте элементаля, да? Я, наверное, перепрыгну, построю там воду. А может, а может воду мне строить с помощью элементаля? Зачем мне строить воду? Да, и ты Правильно, еще и боевых жаб разыграешь. правильно. Уберу 3-2, уберу. Там у меня сейчас будет новый элементаль. Но у него есть костер, помню. Ничего страшного, я и 2-2 уберу, я сейчас не буду в лицо стучать. А, ты Я тут зачистишь контролю, да, все, что перед ним. можно законтролить, я законтролю. И, наверное, снизу тоже поставлю жабку. Скорее всего, он сейчас уйдет ближе ко мне, и моя жабка дотянется до 2 даже снизу. А если нет, то передвину ее на левый колодец, просто соберу ману. Мгм. Да, он пойдет, скорее всего, сейчас. Колосс уже стоит всего 5, и на следующий ход я с максимальным value могу его сыграть за 4 маны. Интересная колода такая, конечно. Но ты вон Щас бы бесплатно сейчас убиваешь врага. Да, ты Щас тут бы все ещё- контришь, в принципе. Сейчас бы еще один приказ. Ну, было бы тогда сильно легко уже, чересчур. Тогда бы зрители сказали, что этот засанный лакирок, что он тут все стоп-дека Да. тащит. Надо чуть проявить. Типа, было сложно, но я вытерпел все страдания.
Я пойду в лицо, пускай он сам там меняется с кем хочет. Да, я понимаю, что он 4-3 заберет, но ничего страшного. Мгм. Я сейчас еще жабок разыграю. Наверное, тоже снизу и сбоку. Я думаю, уже можно и ставить рядышком... ну даже хотел колосса совета разыграть. Но все быстро закончилось. Еще знаете, друзья, вот из личного опыта плюс игры на жабах именно в продвижении Годранга, это подобно Рашу. Тут быстро довольно-таки становится понятно, или ты выиграешь, или ты проиграешь. То есть колоды, которые практически всегда играются долго, разгоняются, например, как монозеленая колода. И можно проводить там в боях условно по 40 минут, проигрывая и вообще не продвигаясь. То с жабами все быстрее. Ты или выиграл, захватил доску, забил, или отлетел и времени потратил не так много и пошел дальше, в следующий бой. Конечно, бывают и затяжные поединки, но довольно-таки редкие. Довольно-таки редкие. Тут реже, по крайней мере, чем такие колоды, которые долго разгоняются, там, на сокровищах и так далее. Но это ни в коем случае не реклама лягушек. Если есть какая-то колода, которая приносит вам моральное удовольствие более высокое, чем прыгуны, то играйте на них. Да, я пока, ты скажешь, как начнется игра, пока покажу Есть, свою. есть. Уже есть, да? Хорошо, вообще тогда замечательно. Потом я покажу свою колоду на лягушках. У меня немного отличная от твоей, но похоже. Играем против, хочется сказать, HTML, но это HTML. Какой ранг у него? 5-й ранг, пока без звезд, но 5-й. Это, Это насколько хорошо. я... Это более сильный соперник, может быть. Это точно более сильный Это соперник, поскольку у значит меня... дополнительная звезда. То есть на нем ты это можешь получить 3 его звезды. еще За победу, нужно... за серию побед и за более сильного соперника. Да, но для этого... Здесь мы ходим первыми, но здесь все Да, у меня чудесно. есть элементаль, есть пророк прилива. Кстати, вот смотрим, пророк приливов сейчас не играет, потому что до колодца я не дотягиваюсь. Поэтому в любом случае ставим 2 пустых вперед. Я думаю, противник в недоумении, потому что синих рашей как таковых я вообще не помню. Против меня ни Да, разу не да. попадался синий раш. А почему ты, например, элементаля сейчас не разыграл? Для того, чтобы поставить в воду. Чтобы поставить воду именно там, где надо. А ты мог бы поставить на следующем. Вот сейчас бы ты ходил и добавил бы еще одну воду и все. Не, просто Я вот я сейчас спрашиваю для того, чтобы ты объяснил Я для... сейчас могу... Ну, например, сейчас мне зашел мистический зверь, поэтому я ставлю 2 воды и играю сразу мистического зверя. Но если бы мистический зверь не зашел, то я, может быть, бы поставил 2 пустых. Сначала одну пустую, потом ключевую водную землю, и потом еще одну пустую. И весь колодец мой. Угу, понял. Но так как у нас есть мистический зверь, я элементаля ставлю вперед, пускай меняется другим элементалем, и мистического зверя тоже ставлю. Мы тоже сейчас складывается так, что играем против моносиней колоды, но прыгуны это или киты будет видно дальше. Плюс уже есть в руке спешка, есть 3 воды, и даже если он что-то там поставит, можно будет спешкой зарешать или приказ императора. Тоже Сейчас, по-моему, неплохо. идеальная рука. И пророк, и жаба, ниндзя, спешка есть, и приказ императора. Это более долгая колода, более долгая, поэтому здесь интересно. Может даже на сокровищах. Но здесь должно быть много событий, если берется ученик Авроры, карта, которая бафается от событий. Один баф. Ну, Сейчас он, наверное, посмотрим. еще что-то даст. Да, Ага. интересно, Would you like some tea? приятно. Время легенды. Он Время его легенды. раскачал вообще красиво. Сейчас бы унизительный взор. Ты, конечно, можешь 2 картами законтрить это. Вот тут, кстати, вопрос. Надо ли такое сейчас контрить? Потому что, с одной стороны, он бафается. Это неприятно. С одной стороны, он бафается, это неприятно. Но при этом
что я могу? Я могу Ты убить можешь его... на дабл-коллект вообще отступить. Земли там стоят и ждать, пока тебе не придет Нет, унизительный взор. отступать я не буду. Я думаю по поводу того, чтобы сыграть спешку, убить Аврору. По сути, бесплатно, так Мгм. как существо выживает. И было бы неплохо сыграть Пророк Приливов. Но я не могу, так как нужно построить землю. Мгм. Да, не хватит одной маны. Ну, да, да, да. Но мне тоже нравится идея с того, чтобы убить бесплатно Аврору. И в лицо 4 дать. Ну, просто. Почему нет? Ладно, с его учеником разберемся позже. Да, он немножко покошмарит меня. Даже, даже справа я построю землю. Вот тут, кстати, это очень классную идею придумал. Я бы, наверное, разбивался, контрил 7-7 как-то или отступал, теряя темп, что уже было бы потенциально хуже, чем сейчас ситуация. Вот что значит эксперт по лягушкам. Философия какая. Не всегда надо существо, вот это мне нравится. Когда человек обороняется, пускай он бьется на своем ходу. Там ману тратит, что-то выдумывает. Можно идти в лицо, стараться с колодцев подтягивать ману, чтобы удешевлялись существа. Но здесь ты его можешь забрать, если это нужно, при помощи довольно-таки бесплатно еще и 2 лягушек выставить. Да, согласен. Я, наверное, таки сделаю при помощи приказа и поставлю 2 лягушек. Потому что он дальше его еще сильнее разбафает. И мне уже будет действительно тяжело. Пока это контролится, лягушек играем максимально агрессивно. Пророк, да, Ну и он вот у не него собирал... 3 маны. Это, ну 4 будет, и это мало. А у него, скорее всего, моноколода большая, там где нужна мана. Это на Посмотри, кит... сколько... Это Посмотри, уже сколько... жест отчаяния на защиту. А на самом деле, мне кажется, что он ждет кита, чтобы сейчас в лицо. Тут, конечно, лягушения, но пока нету его. Ну, да. Что, ты будешь убивать здание? Неприятно, с одной стороны, сокровища, бафы и прокрутка колоды, но с другой, я не знаю. 4 в лицо, может, сейчас не так много. Я бы, лично, я бы здание бил и ставил пророка. Я Нё. тоже так думаю сделать, потому что... И, наверное, я вот здесь закрою ему землю, чтобы он ближе не подходил. Да, ну, у кита там хороший 3, по-моему, рывок, но это все равно лучше, потому что чем ничего. Ну, подвинусь ближе. Ничего страшного. Земля все еще остается у колодца. Хотя на самом деле та земля, которая была, она более приятна, потому что с прыгуном можно отступить назад, собрать вторую ману. Мгм, мгм. Вот О, в чем Welcome to my realm. интересный. Ну, это длинная колода на Кайосе. И вопрос, контрить чем и нужно ли? Здесь можно сейчас но тут, разыграть колосса. посмотрим в карты. Жаба-ниндзя. 3 урона я могу ему нанести. Но оставим это на потом. Я бы сейчас брал ману, вставил колосса, 6 давал в лицо, и колосс... Жабки не погибают. Неприятно будет. И я потом еще с пешкой смогу 4, ну, типа 3 плюс лягушкой 1, 4, может что-то Может придумается. придет, да. Колосс, конечно, будет 6-7, но тоже нормально. Тоже нормально. Вообще неплохо, я бы сказал. При этом 3, 7 это уже 10. И 1 единичка в лицо от лягушки 9 хп. У тебя тут 9 нету хп. перемещения земель? Хотел спросить, кстати. Нет, перемещение земель, ну, кроме прирока. Вот это неприятный мув. Опять же, не смертельный, но неприятный, да, нежданчик.
Карта, которая дает производство. Ну, тут можно его превратить в зеркального и идти в лицо, наверное, не теряя темпа, и все. Я так и сделаю, так и сделаю. Плюс еще сам по себе зеркальный остается на столе. Да, Это серьезно. и летал на следующем ходу, плюс есть спешка добить в случае чего. Вот Ага. в Ну, данном вообще я имел в виду превратить Кайоса, но тоже неплохо. Не-не, так зачем? Он как такие 3 существа, ну, пускай, да, он собирает с 2 колодцев, это 2 плюс 3, 5. Производство. Сейчас можно на самом... Ну, у него... Он сейчас маны много соберет. Я на такой колоде играл. Он может и второго Кайоса скопировать, а еще и поставить производство. Можно сделать неприятности. Ну, сейчас мы увидим. Пока он этого... Вот он ищет копирование, возможно. Но он уже не собирается второго колодца дабл маны. И, по-моему, 7 маны уже не хватит. Для чего там... По-моему, это уже победа. Последняя надежда такая, типа, что-то достать. С одной посмотреть. маной это уже победа. Поздравляю. Ну, я почему еще именно так сделал? Потому что у меня была спешка, и мне еще не приходила Аврора. Я бы позже, если что, сыграл бы через спешку с Авророй, это как бы все равно нормально. Победили более сильного противника, серия побед, опять, в общем, 3 звезды. Все неплохо. Но пока колода себя оправдывает. Не считая первой игры, которая была тренировкой. Мы ее Это в мы зачет не вырежем возьмем. потом, это не страшно. И игра радует, на самом деле, летом, в летний сезон, уже довольно-таки долго не обновляющаяся игра. Но вот что в таких играх, знаешь, притягивает, это, конечно, возможность, да, карты. Тебе надоело играть одним способом, ты выбираешь другой геймплей для себя. Создаешь новые карты, придумываешь, удивляешь соперников. У меня более 40 колод есть. Не на всех них я играл, даже некоторые из них я не помню, не все из них играбельны, некоторые экспериментальные, но сама по себе возможность, вариативность. это Ну, да. была идея такая, что войти в мировой рекорд поставить, чтобы Максим накопил больше 1 000 000 кристаллов, накупил множество слотов и стал в истории Фаери игроком с наибольшим числом колод, которые бы закрывали все меты всевозможные, всякие самые распространенные комбинации. Ну и было еще и для души слотов так 50, чтобы редкие создавать колоды Но и для этого комбинации. еще необходимо сделать поиск по названию колоды, чтобы ты так открываешь колоды и вводил название колоды, потому что найти что-то будет нереально. Ну, можно создать цифровые коды, порядковые номеры. Ну, как организовать данные, я тебе могу подсказать. Когда с Big Data работаешь, ты создаешь там, например, шестизначное, или лучше брать десятизначное, то все-таки на мировой рекорд идешь. Числа, ну, условно, 5 нулей единица. Так, а у нас игра. И потом в Excel напротив каждого цифрового кода писать название колоды. А у тебя кода идут по порядковому номеру. И ты можешь так сопоставлять, искать. И еще отдельный вордовский документ, да, с описанием колоды, какие там карты и на чем вообще Да, играть. вообще в двоичном коде можно это все дело сделать. Пророк приливов у меня уже есть, 2 другие карты я меняю, ну так. Ну да, видите, друзья, тут как раз за счет того, что есть 3 пророка приливов, элементали, они, ну это Посмотрите комба, на эту карту. это вообще комба. Захватить все, называется, на втором ходе. Мы играем против Муса. Какой у него ранг? У него ранг, он не играет в ранге, он играет без ранга. Может быть какая-то тестовая колода или просто он уже достиг всего, чего хотел достичь. Первый игрок, который нас поприветствовал. Да, здесь еще целая куча эмоций. У меня нестандартные на данном аватаре. Я играю через элементаля по стандарту. Так, это уже существо какое-то на столе. Ну и
пророк тоже. И идешь под лицом. Я, кстати, тут могу и пророка сразу Да, да, да. выставить, И под лицо прям, да. А на следующем мистический зверь, как раз ту важную. Ну или там уже смотреть по ситуации от игрока играть. Да, тут, конечно, минус пророка в том, что я в данном случае не собираю ману, но я ее в любом случае не собирал, а так уже угроза какая-то есть. 4. Это Ага, похожая игра, колода на Яков. Ну, я считаю, то, что он спешку потратил 4-2, это хорошо. еще одна И спешка, еще одну понимаете? спешку, просто чтобы закрыть, насколько ты его испугал. Это вообще замечательно. А я сейчас еще одного. У меня 3 пророка в, получается, 5 картах. Мгм, И мгм. один элементаль, это насколько? Я считаю, это не совсем вообще законно, так нельзя делать. Но я играю мистического зверя, пророки потом. Чтобы заставить его еще что-то потратить, чтобы законтрить, да, лишнее. Пошел собирать. Ага, ох. Так. На Хорошо, самом деле что она не страшна для лягушения. для лягушек она вообще не страшная, но вспомни, нам в Пандоре Да. попадалась руинин, если нет Ты лягушения, там то... контракт с дьяволом не заключал случайно? Нет, Может, нет. может ударить Пандору, дать ему на нее... Ой, ударить, смотри, сейчас такая идея, ударить у его руинин, дать ему потратить еще возможности Типа еще раз, олягушатить чтобы ее, ну, чтобы сыграл. ману вытянуть с него, да, он уже 6-6 существо. Сколько она стоит? Она стоит 5, это он Смотри, ну, потратит как бы еще раз да, 5. но я стол тогда не контролирую, потому Ну, что тогда стол, да. 4L1 он забирает своим ячонком бедным. Ну, это уже более такое, назовем, экзотическое решение у меня было вытащить Не, ну, побольше маны. например, если бы ячонок здесь не стоял, то да, это вообще было бы офигенно. В данном случае я сомневаюсь в этом решении, Мгм. поскольку у меня пустой стол, и я уже ничего контролировать не буду. Да и зачем человека мучить, пускай сразу знает, что мне все заходит. Что можно сдаваться идти, да? Ну и пророка поставим. Подвигаемся. Неплохо сыграно, я думаю, сейчас сдаст. Я тоже так думаю. Поздравляю. Это была быстрая победа, вот, которую дает именно лягушки, что не надо тратить время и быстро реально позволяет продвигаться. Конечно, ну, любая колода, она не защищена. Бывает, попадаешь в такую какую-то серию проигрышей, или контрколоды попадаются, или незаходы. Даже в таких колодах там бывает четвертый ход идет, а ты не знаешь, чем походить. Бывают и такие ситуации, но реже, чем у других колод. Но уже даже сегодня была такая игра, самая первая, в которой я проиграл. Я не знаю, я как бы вроде делал все правильно, но вот не вытащил. Но в лягушках это скорее исключение. Тут не будет прям Мгм. серии поражений. Тут будет одно, две, но никак не 5 подряд. Кстати, интересно, какая уже серия побед, потому что я игры не считаю, но, по-моему, мы раз 5 уже подряд выиграли. Я предлагаю потом, знаешь, такую особенность сделать. И чтобы игроки могли себя найти по никам в описании. И это у нас есть, кстати, замечательное, друзья, видео вышло. Чемпионский путь к Пандоре, там, где были эпичные катки интересные, и вместе с Максимом мы взяли Пандору, 6 побед, и вот оттуда мне еще идея пришла, я включаюсь в игру, пришла идея писать с тайм-кодами названия соперников. Поэтому я думаю, потом можно будет легко посчитать игры и тут же рядом писать винрейт. Было проигрыш, поражение. Я думаю, это будет интересно. Как тебе идея? Это будет интересно. Ну тогда сделаем это и там, и здесь. Я меняю жабу ниндзя и колосса, хотя жаба ниндзя выглядит привлекательно. У меня их, кстати, всего Мгм. 2 в колоде, не 3.
Всех Мгм. других карт у меня 3, и Аврора занимает. Да, ну тут мы берем с тебя обещание, что ты поделишься скрином данной колоды, и мы ее или на сайте опубликуем, или просто скрин сделаем при помощи какого-то облачного сервиса. Да, конечно, колода будет. Ух ты. Ух ты. Это Раш. Мы, кстати, сегодня еще с Рашами не сталкивались. Ну ничего, я тоже пойду вперед. Мне кажется, он не ожидал. Ага. Ну, я думаю, пророк, да, да, только в какую сторону просто. И ты свою занимаешь любимую позицию после вражеского колодца. Мне все равно, в какую сторону у него земли одинаково расставлены, но Мгм. я как-то больше привык играть по правой стороне. Мы играем, кстати, против Джустинов 86. Какой рейтинг у данного игрока? А я, кстати, могу даже второго пророка сыграть, поставить там как бы... Не знаю, есть ли в этом вообще смысл. Ну, я Ладно, бы его- играл, наверное, может, слева попробовать, чтобы вообще законтрить. Куда бы он ни пошел. И, наверное, к колодцу просто подвину, типа и ману собрать, если что, там засейвиться. Или ближе к центру. Ближе к центру можно будет зачистить сразу. Мне кажется, он же это Раш, он будет пытаться идти. Я бы слева. Ну, лично я поставил. Возле так- левого колодца. А можно сверху поставить, и даже если он там Смотри, Дагора тут что-то мы же договорились, ты в итоге решаешь сам, но я бы собирал ману. У меня вот в руке, условно, А я я- вижу зеркальный а я не фантом. Я Хорошо, вот так вот сделаю. хорошо. Скажи рейтинг игрока, только мы для Рейтинг статистики. игрока 7. Мгм. 7 ранг и одна звездочка. У меня 12 ранг и одна звездочка. Противник достаточно сильный. Колода не знаю, но выглядит пока страшно. По крайней мере, для моей колоды. Не знаю, он еще ничего не поставил, ты как бы поставил, поэтому пока что, ну, испугаться я- успел, да? Я его оценил по агрессивной попытке выставить земли и по цвету Да. красный. Я Мне знаю, кажется, это бывает Бурн красный или... раш. Ну, это Красный Раш, наверное, там, где насмешки со способностью бой, получать ману и так далее. Возможно, Дарстали. Вот. Так, ну, это контрится хорошо, повезло Но- тебе, и ты его даже зачищаешь. Да, я его Ну ты даже смотри, защищаю. ты когда так контришь, ты можешь вообще игрока расстроить, и он еще и сдастся. Ну, Хочешь предложить помягче с ними? да, можешь ли помягче? Я поставлю ключевую землю и слева. Мне не так критично страшно, если вдруг он пройдет. Если вдруг он пройдет. Мгм. Но тут еще такой вопрос. Есть и другой вариант. Вообще зеркальным фантомом зафигачить. Я за 7 маны играю, Ну как бы я Играю это и подразумевал. а я могу двумя существами Ну, забить. ты его очень сильно затормозишь, он сейчас ударится об одного, он не будет бесплатной карты получать. Наверное, у него там есть дорогие, он ману не собирает. Тут я беззеркальным играл. А на следующем ходу ты его заберешь потом приказом императора после превращения. Плюс у тебя будет твой фантом. Ну да, я с этим согласен. Так, станем. Займем его земли. Мгм. Разбиваться я не буду. Да, Хотя- да, да. Хотя у него там может быть и гнев, или всплеск. Ну ладно, пускай тратит. Да ну у тебя 3 существа чем-то, да, добьешь. Об что тогда он разобьется. Кстати, первый раз я так вижу, Мне чтобы кажется, именно так все Мне стояли. кажется, это просто было и сейчас моральное насилие ты делаешь над Джустиналфом, потому что он хотел играть в Раш, а теперь он ничего не может сделать. Ты все законтрил, и земли, и фигуры. Но у меня колода не рашевая. Вообще. Она не на этом настроена. Но он не теряет надежды. Из минусов я вижу то, что да, это на удешевление, он хотел еще и Рашем сыграть. Да, отлично. Хотя бы
Ну, 5-1 выжил, Ух. хорошо. Ух. Да. Да. Это значит раш на удешевлениях. Тут еще вопрос такой, ну уже не вопрос, чем удешевлять. Хотел только озвучить, что может унизительным, чтобы на отхил было, ну тоже Не, хорошо. И ты выставляешь, я так понимаю, мистического зверя, да? мистического зверя полностью А ты не отрываю. выставишь, если построишь сейчас земли. Почему? А, да, мне не хватает маны, к сожалению. Спасибо, тут ты меня спас. Я бы тут проиграл. Я хотел закрыть его земли, чтобы он вообще там ничего не ставил. Ну, придется играть так. Чтобы не потерять контроль, да? Потому что 5-1 он 5-1. легко может законтрить чем-то. 5-1 я оставляю у колодца, если он выживет, он там соберет Такие еще маны. парни, как Джустин Алф или девушки, обычно берут граундшейкеров. И гневы Сайфера. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, пришло олягушение от чего-то страшного, мощного. Вот сейчас можешь, кстати, и земли закрывать. Он потянул карту, и все хорошо у тебя. И землю закроешь, и вообще. Я думаю, он уже скоро сдастся. Все идет, все контрится у него. 3 маны. Ну, хотя это как бы раш. Он же и так без колодца собирался играть за счет удешевлений. Но он явно себе не так эту игру, партию представлял. Ну да, тут как-то Раш затянулся и превратился в какой-то страшный деф, когда нечем дефать, не хватает ресурсов. Ну да, опять же, страшный деф я бы не назвал, у него просто нету существ. У него там жило максимум ход существо, и кто-то его вначале превратил, потом еще унизил, убил. Но тут еще минус был в том, что его существо было очень дорогим, за 10. Да, Оно да, да. рассчитывалось на то, что оно будет ему что-то удешевлять, и значит другая колода у него тоже дорогая. Еще ты обратил внимание, он что-то удешевил и ничего до сих пор не выставил. Это тоже рандом, и скорее всего, ну, удешевилось не то, что он ожидал или надеялся. Вот, Ну, кстати, игрока интересное поведение. Я вот играл на желтых летунах недавно, и тоже, когда у человека подгорает, он и решает просто, возможно, так совпало, что у него с соединением проблемы, но очень часто люди закрывают игру, чтобы сделать пакость и подольше. Ну, к этому можно философски относиться, пообщаться дополнительно, да, интересно. Интересно. Ждем еще 85 секунд. Ну, я не буду прям ждать. Я все же продолжу стучать в лицо противнику. Выставлять там мистического зверя. И я думаю, мы справимся быстрее, чем за 60 секунд. Да, некрасиво себя Джустин Алф 86 показал. Мы это даже запечатлим. Это такой БМ. Ну, это не то, что прям против правил игры, хотя, возможно, и там и прописано такое. Там БМ запрещен, такие вещи запрещены. Но просто немножко говорит об игроке. Ну, не выдержали нервы у человека, я не знаю. Да, возможно, это у него... Ну, я тут с другой стороны согласен. Ну, так поиздеваться, во-первых, не дать для Раша построить земли, а потом превратить его сильную карту. Он то как радовался, что ему Магнус зашел в топ-деки. Он уже себя рисовал там бесплатные карты пачками. А ты все превратил, законтрил, еще и его земли поставил, закрутил таким бубликом, что он до тебя так и не дошел. Поэтому, наверное, это было со всех сторон унижение, что не выдержали нервы. Я же говорю, надо полегче с игроками. А тем временем я уже на 11 ранге, начинали мы на 15. Не так далеко до годранга на самом деле, если так и дальше пойдет. Вот, IDK, мы с ним уже играли, но моя память мне не позволяет вспомнить, какая у него была колода. Ну, он может и поменять IDK. Какой у него сейчас ранг? Сейчас посмотрим, еще не вижу.
Снова это игрок без ранга. Я не помню, может быть, это он был без ранга или не он, но сейчас без ранга. Но Я если это, я понял, это был, по-моему, игрок на яках. Сейчас посмотрим. Тали колода, тот ли игрок, но были яки и Я оставлю в руке степи. Аврору, поскольку это все-таки легендарка. Да. И несмотря на то, что я поменял всего 2 карты, не 3, мне все равно залетел пророк в руку. Здесь ты пойдешь прямо, да? Да, здесь прямо. Это моя стратегия, чтобы со второго хода, независимо от того, есть у меня исследование или нет, забрать ключевую землю. А, вот и элементаль. Ну, вообще прекрасно. Сейчас Ну, такой, всё- а вот и а-ля Гушени, а вот и приказ императора, а вот и еще один игрок досрочно выключает игру, закрывает феерию. На самом деле я не стараюсь кого-то выгнать из игры, наоборот, было бы Не, понимаю, интересно играть с это я ними там. шучу. Я думаю, играть все же через элементаля, Ладно, Да я ты можешь оставлю тут его. и через элементаля сыграть и пророком опять к лицу, мув стандартный, пускай выдумают, что делать. Тебя маны хватает. Если так, тогда элементаля я кину на левую... Нет, на левую нехорошо кидать. Там он уже землю построил, там Да будет ты тяжело. 2-2 потом лягушкой чем-то законтришь, я думаю. Или ты не хочешь ему ману давать? У него как бы маны достаточно и так. Ну вот у него 9-10 может быть, даже если ты сейчас... Вот ты его сейчас и не законтришь ничем. А давай сделаем вот так. Все-таки элементаль ближе ко мне. Ближе ко мне. Пророка прям туда, Мгм. глубоко. Ну и тут тоже ключевую землю поставим. Ну хорошо, и ты элементалем не даешь ему дабл собирать, ну или контришь. Тебе сейчас, по сути, и не нужна четвертая вода пока что. А догушение есть? Мгм. Так, хорошо. Этот элементарь мне все равно ничего больше сделать не мог. Здесь это мехи, здесь могут быть подрывы, вся эта грязь. Да. Ну, короче, я сразу, думаю, разберусь с Нет, 3-6. возьмишь ману с колодца. Зачем? Ну, чтобы удешевить колосса. А, или ты М. хочешь... что ты хочешь сделать? Не, я хотел зачистить 3-6 просто с помощью Авроры. А, ну возьми ману только. Would you like some tea? Да. А, Не вот знаю, это я тут не как. прочитал в этой карте, что это за мерзость вообще. А Ну, ну-ка. ладно. Это С этим мы дробитель. разберемся потом. Если бой, он призывает, возможно, его стоило еще и лягушатить. Ну, ничего, как бы. И у экспертов бывают недоработки. По-моему, он даже хорошо походил. 6 в лицо пропустит. Не факт, там может быть еще насмешка. Ну, пока что полный контроль не получается из-за того, что мех слева летающий собирает. И фактически он себя хорошо по мане чувствует. Я, наверное, не буду там тратить. Хотя можно и спешку потратить, и там землю с другой стороны вставить. Благодаря насмешке. Ой, спешке нашей. И потом... Нет, если я вставлю в землю, то мне не хватит потом на мистического зверя. Потому что мы на 7. Мгм. Либо я ставлю землю просто, либо я играю мистического зверя. Ну, может С 4-1 и не контрить, а пойти 6-3 в лицо, добавить зверя. А там на следующем Я ходу и можно тоже будет над этим и думаю. колосса за 5 уже разыграть.
Хотелось бы с той стороны тоже какие-то земли вставить, но... Хотя я могу это организовать. Могу просто построить земли здесь и там уже воду потом вставить. Четвертую. Мгм. Ну, у него и мана. Сейчас посмотрим, что он будет придумывать Там тут. может быть всплеск, может быть гнев. Это у него идет. Но нет, отдает существо. Но тут в любом случае есть такая карта вредная, как подрыв. Подрыв, когда он много выстраивает рядом с тобой мехов и бесплатно забирает. Или ранит очень серьезно твоих существ. Но если... Вот это он может сейчас он попробует сделать, или он просто закрывается, или подрыв. Но подрыв сейчас ему не поможет. Закрываться тут тоже не особо помогает. Я могу сейчас слева построить воду, сыграть жабу-ниндзя от колодца. Уничтожить, например, 4-2 жабы-ниндзя. Я собираю 2 маны с колодца. Колосс дважды удешевляется и стоит 4. Мгм. Угу, 4. Ну вот эту можно как кандидату на лягушение подумать. Потом еще 4-2 разбирать. А лягушение, да. Плюс ты бой, ты понимаешь, если бой это будет 2-4-2. Тогда делаем так. Строим землю изначально. Играем жабу-ниндзя, а потом играем жабу-ниндзя для того, чтобы собрать ману и сыграть лягушение. Сыграть лягушение. Он готовится к подрыв юзать. Не отменяется. Лягушку я заберу с помощью 4-5, но чтобы существо все еще выживало. Все. А этим... Наверное, 4-2 забрать. Да, забираю, он готовится к подрыву, тут лучше не накапливать этих мехов. Если что, у меня уже готов колосс на следующий ход за 4 маны. Задумался немного. Ну так, я могу сказать, это непросто. Эта игра уже затянулась. Ну Уже да, затянулась, да. то есть Когда защищаться ему удается. человек должен уже на четвертом там ходу осознавать, кто против него играет и чем. И просто уходить на покой. Это... Ага, Он оставлять. решил сохранить. Сохранить. Ну, это не страшно, не страшно. Хорошо, что он сохранил себе для него. Как думаешь, он вынесет колосса или не вынесет? Думаю, надо колосса ставить. Я тоже думаю, что ему будет тяжело что-то. Иначе он берет с 3 ман, а с лягушками он может законтрить. Хотя он вот отдал уже 2 сайферов, и в начале вроде бы был сайфер, если я не путаю, игры у меня уже там не перемешиваются. Но он... Не знаю. О, а лягушение. Мгм. Нормально. Дар стали ему как бы не надо. Сложная игра, потому что нет возможности 2-2 законтрить, оно очень много он уже насобирал. Ух, тут еще надо А подумать, это у нас что... кто? В конце вашего хода все другие дружественные мехи получают плюс Плюс 1. 1, плюс 1. Ух ты. Это неприятно уже. Я даже склоняюсь к тому, чтобы лягушить этого 4-3. Потому что все станут сильнее, явно. И 4 плюс 3 он уже забирает как бы меня. Да, против этого спама сложно играть. Бафа еще себе постоянно. Может, знаешь, тут я, конечно, не знаю, но попробовать как-то колодцы какие-то вернуть. Ну, без маны даже для этой колоды сложно. У меня
меня есть опасные земли. Ну да, карт еще много. Можно попробовать все же сыграть. Или один Но, ход придется пропустить, возможно. возможно. Так, один дар стали он замешал, карта ему не пришла. То есть даров стали в колоде у него вообще типа нет. Карта ему не пришла. Он, кстати, сейчас может, да, все это опасные земли закрыть. Но опять же, против прыжка это не сильно влияет. Ставить 4-2, ну не хочу я туда 4-2 ставить. Может быть, одну лягушку туда, одну лягушку ближе ко мне. Ему придется менять существо. Гнева Сайфера у него двух уже нет. Но если будет третий, будет третий. Третий будет. А так, У него, смотри, уже опасно маны набралось. Тут уже можно разыгрывать и ни в чем себе не отказывать. но я не так сильно этого боюсь. Я надеюсь, я смогу дожить побольше. Например, у него уже 7 хп. У меня есть спешка, есть потенциально там, например, я не помню, Аврора. Аврора была. Но сейчас тебе надо копить ману. Ну, хотя я не знаю. А, видишь, он хочет полностью законтролить. Из плюсов то, что он пока тебе в лицо не идет. Он был занят. Вот сейчас вот только он будет собираться, дабл коллектить. Кстати, не прыгнул. Есть у меня спешка, я наношу 3 урона, но этого недостаточно. А такой вариант, ну он тоже так, ну, с левого фланга построить 2 пустые земли, сделать дабл коллект. Приказом императора и вот этот 3-3 убить, и ты останешься на дабл коллекте. Видишь, он уже юзал на твою жабу бомбу, значит у него таких уже должны же были закончиться. Не сработает твой план, потому что я не смогу... Мне надо Не хватает взять маны. ману. А, надо взять- взять ману, ну да. Это разве что с жабой ниндзя разменяться, это, наверное... Ну, ты ему особо тогда этим, да, не сделаешь ему хуже, у него там дабл коллект, ну, будет чуть-чуть меньше маны. Ну, оно того не стоит. Забудь. Сделай сейчас себе трепанацию. Забудь эту идею, вообще ее не было. Но переходить только не защиту- говори, что ты крышку ноутбука сейчас закроешь и... Не. Переходить в защиту я тоже не хочу. Понял. Пару игр назад рассказывали, как бэмить плохо. Тут бац, такой треск крышки. Да не. Я, наверное, сделаю так. Если что, разменяю всего 3-3. А зачем? Ну, так меньше собирать будет. Тут можно дождаться комбы с Авророй, но для этого надо в ход ничего не ставить, пропустить. Но опять же он не столько помогает, еще одна мана остается. Сложная игра, конечно. Какие еще есть варианты тут? Так, это тот знаменитый подрыв, про который ты говорил, да? Да, он уже чувствует свою победу, и может в этом быть плюс. Он тебя уже недооценивает. То есть он такую карту потратил просто, чтобы 3-3 выжило, при том, что у него много существ. Но у меня тут какая надежда? Искать колоссов, искать... я не помню, была Аврора или нет. Ну, наверное, стоит пропустить тут. Что-то ему... Стоит брать карты. Ну, или дропать, да. Будем искать, как говорится. Ну, в спешку одну ты уже потратил, да? Одну потратил, у меня всего Мгм, одна. это то есть- последняя. Ну, пока по хп ты ведешь 16-7. Учитывая, что он сейчас тут что-то начнет ставить, то мои хп быстро растает, возможно. Возможно, это будет вторая колода на сегодня, которая... Ну, Сумеет. мехи, грязь. Против них сложно играть.
Дроп Я или что-то... ищу колосса какого-то. Нет, нету колосса. Еще один ход я смогу поискать что-то. А дальше, не знаю, надо Ну будет там у поискать. тебя будет сейчас 9-10 маны. Может что-то там с унизительными такое, чтобы он не законтрил. Но у него подрывы по-любому уже есть. Потому что столько... А там 2 меха. Это же 2 меха. То есть... Ну, одного я, например, могу снять. Там 2 Благодаря меха. спешке, там, унизительному взору. Собирать ману. То ему мало, 19, посмотрите. Ага. Вот оно. Ясно. Я тебе так, есть хорошая новость и плохая. С какой начать? Давай с плохой. Сейчас тебе летал Прям сейчас? на следующем ходу. А хорошую сказать? Ты еще все ведешь 8-7. Ну вот и колосс есть. Ну тут как засейфиться от такого? 10. Так, легко, у меня есть жаба-ниндзя. Угу. И ману собрать. Можно... Я не знаю. Ну, конечно, Ну у тебя еще собрать есть ману. приказ императора похилиться. Есть приказ, да. Есть приказ. Ой, это не та карта. Вот эта карта. Но с другой стороны, всего 3 маны. Я уже отдал последнюю насмешку. Я отдал все, что мог отдать. Мгм. Я не знаю, ну Колосса. если ты колосса поставишь сейчас там вверху. Но он тоже, наверное, чем-то законтрит. 5 у него уже на столе урона. А может там опять этот подрыв, он наносит тебе 9 урона, он не выживает колосс. Так ничего тогда не выживает. Я могу поставить 2 жабки или колосса. Ну колосса, наверное, тут если уже рисковать, не ждать хоть. Вдруг не законтрит, там уже что-то думать, оттуда отталкиваться. Сверху или снизу? Сверху, да. Сверху, да. Но мне кажется, у него подрыв будет. Если я не ошибаюсь, он просто сейчас подойдет, даст подрыв, ну и чем-то какое-то существо даст. 2-4, наверное. Хотя, я не знаю, с 17 маны можно все что угодно сделать. Не все, что угодно, у него карты всего 2. Ну, кстати, да. И он уже построил особую землю. Но это дает надежду, но если подрыва в руки нет. Я думаю, что... Или какой-то подрыв. Подрыв. Так, у меня почему-то зависла трансляция. У тебя как? Ну, у меня игра, у меня все нормально. Он тебя убил подрывом? Да, подрывом снял, а жабкой дал 2 в лицо. Но я, походу, уже не смогу это вытащить. У меня не осталось серьезных каких-то карт. Все, что у меня есть, он контрит. Да, да. Тут, ну, затягивание всегда играет против жабок, а тем более, если столько спама. Такое, я не знаю, как законтрить действительно, ну, закрывать игру. Да, да, да. Причем ноутбук, да? Причем ты свой закроешь, и я свой с трансляцией тоже. Да? Давай, на раз, два, три крышками хлопаем громко. Громко. Чтоб аж Так, чтоб я клавиатура слышал. отпечаталась на... Тут он уже, Смотри, конечно, он не играется. атакует, он играется. Он играется уже с тобой. Он увидел Ещё. победу. Ну, как бы в данной ситуации я тоже не вижу своей победы, потому что и карт у меня меньше, и здоровье так себе. Но есть приказ императора, которым 2 даже, которыми я могу подхиляться. Ставить элементаля, ставить 2 лягушек. Ставить элементаля сначала. Ставь 2 лягушек, может. Ну, хотя он 7-3 ударится. 4-2 не зачистить. Так хотя бы элементаль может законтрить и 7-3, 4-2. Ну да. Может он вообще не станет биться.
Да, у него 7 жизней, он контролирует, он проигнорирует сейчас тебя, мне кажется. Такое слабая надежда. Не заметит, Нет, да, тебя? да, да. Ну, с 21 мана неужели нечего выставить перед лицом? Ага, Ага, нет. есть. Ну, кстати, вот с мехами это вредная колода, но интересно. Да, тут механика подрывов, мехи, постоянно у тебя есть контроль доски, плюс вот этот якорь еще. Меня игра пишет, что ты в игре. Да, да, это потому что я не нажал кнопку продолжить еще. Мгм. Всё Я думал, ты нормально. так быстро уже нашел или решил восстать. Ну что ж, второе поражение за сегодня. Ну, давай, первое. Первое это было тренировочное. На каком-то этапе сколько у тебя рейтинг? Рейтинг у меня 12 ранг, 3 звезды. До годранга еще как-то далековато, учитывая, что сбили мне как бы все. А 15 минут уже прошло? Да, получается, я не справился с задачей. Но, тем не менее, твои личные ошибки не могут умолить хорошую колоду и лягушек. Да, ты наконец-то признаешь, да, что лягушки хороши. Ну, я как бы и не отрицал, это наш еще один эксперт Артем, вот он больше, у меня что же лягушки. Если даже не ошибаюсь, то я тебе лягушки показал даже. Да, но они были другие, чуть-чуть. Нет, немножко. Нет, тут да, у тебя есть какие-то свои доработки, но саму концепцию, вот эту вражеские мидрейндж, вот по центру твоя уникальная доработка, плюс какие у тебя еще тут какие-то есть свои, ну, основную концепцию тогда. А я ее увидел у одного из игроков в Фаерии, когда эта игра еще была так популярна и собирала по пару тысяч, ну, может не пару тысяч, 1000 человек точно на онлайн-трансляциях. Я увидел это в финале у одного из экспертов. Уже не помню у кого, но мне она понравилась, и я такую пошел собирать. Мирдес. Сложно сказать, это парень или девушка, но оппонент. Да, у меня такой легкий осадок после мехов остался. Мгм, мгм. Теперь меня унизили наконец-то. Ну, не знаю, по-моему, вот тайм-код ставить на унижение Тавураша красного Да. можно смело. Тут, если я понимаю твою концепцию, через центр будешь играть. Да, я буду играть через центр. И элементаля не ставить или ставить. Первый ход нет. Потом ставить, чтобы сразу землю забрать. Но все равно, мне просто для себя интересно понять, вот ты сейчас можешь поставить... ну, тут я понимаю, если ты сейчас поставишь, например, слева, то он может и закрыть свой колодец слева, успеть. И справа Для этого может. ты не ставишь. Мгм. Чтоб ты пойдешь в любом случае в противоположную сторону, если он там попытается. Значит, ты сейчас вправо, да? Да. Мгм. О, кипятильщик. Прикольная колода. Может быть, если мне не удастся быстро все как типа законтрить, то он будет убивать моих существ, и за счет этого я буду получать урон. А может и нет. Ну, ты можешь пророком ему под лицо подъехать и будешь доставать до его кипятильщика. Да, И, я может, он предпочтет скорее всего, законтрить. так и сделаю. Будет плохо, конечно, если он сейчас закроет 2 земли там. Но я не думаю, что он прям 2 земли закроет. Ну, или более сейвово сыграть. Ты мог бы его, в принципе, элементалем достаешь. Может, назад Элементалён? отъедь, пока не поздно. Не-не-не. Я уже подъехал так, будет так.
ты как бы контришь в любом случае. Ему, скорее всего, надо ставить особую землю. Да, и одна остается. Или сейчас элементаля выставить. Всплеск. Ничего себе. Раз, два. Ого. 2 всплеска в начале игры это сильно. Но зато радует, что дальше их уже не будет. Это... Да, я наоборот, это хорошо для тебя, что в таких существ ушло. Я думаю, тут убрать 2-2 через А может приказ. подумать и убрать 2-4 все-таки, который тебе уже 4 дамага нанес с приказом, и ты слева Да, закрепишься. Так даже лучше Он будет. тебя даже ничего не заберет. Ну, я просто хотел... А, ману ты чувствовать. меня зря послушал, потому что теперь... Да. Ну и ничего, тогда я на следующий ход разыграю жаба ниндзя. Если он... А может и хорошо, что так произошло. Теперь ты 3-2 законтришь. Одно. Так какая-то страшная колода, посмотришь. Но ты ему испортил малину тем, что поставь, наверное, там, чтобы он по центру их не мог ставить. Ты понял, чем ты ему испортил колоду? Сломал механику человеку. Это уже тянет на унижение. Ты все-таки 0-3, да, добрать? Правильно, я тоже Да, думаю. да, да. И он все равно не убивает его, потому что если он переступит, то он как бы Может уже показывает поставить свой- 2 пустые земли, чтобы по центру нажать и туда, да. Вот такие 2 пустые подумать. Нет, я влево Возле жабы одну и по центру. Не? Не, Ну, смотри. я просто влево 2 пустые построю. Мгм. Потому что с той стороны он колодец занял мой. Ну, место. Это прикольно, тоже сломал человеку игру. Ну, не сломал, он делает один ход и он в игре. Уже я снова буду получать. Ага. Какая же хрясь происходит, сколько всяких существ неприятно. Тут и 3-2 хочется убрать, и 1-1 хочется убрать. Ну, ты можешь и то убрать сейчас. Тут другой вопрос. Ну, тут вопроса в принципе нету, да. Ну, я бы, наверное, убрал 3-2 сейчас, потом бы от колодца взял ману, 1-1 убрал и еще... Ну, там, с другой стороны, подожди, не спеши ничего делать, он 3-2 бесплатно тебя заберет вторым. Возможно, стоит поставить ману Чё взять с бесплатно? правого с колодца. Да, если бы ты с левого взял, а с правого, да. Так я справа и собираюсь ну брать. все. Я вначале посчитал по-другому. Так, да, так будет правильно. Бесплатно он уже тебя не возьмет. Просто Но он так. 2-2 разобьется. Но с другой Ну, стороны... Ему 3-2 до центра там далеко идти, там что-то придумаешь. Наверное, потяни ману, у тебя по землям все хорошо. Да, по землям хорошо. Надо что-то уже тяжелую артиллерию выставлять. Ну и плюс Олег Ушень есть, если он там что-то сейчас придумает. Ну хотя что тут думать. Пулемёта, фейка, которая имеет тоже... Ох ты, блин. Такая, я скажу, тоже противная колода для тебя. Ну, я бы не Из- сказал, что прям колода противная. Тут хорошо ему зашло. Ты вспомни эти... Всплеска 2 было в начале. Мгм, Плюс да. 2 этих метателя. Фейка, которая тоже имеет дальний бой, и она опасна. Я, наверное, бы слева стал еще. Хотя еще одну воду ставит. Ну. Слева от колодца. Там думать уже, чтоб может колосса на следующем ходу. Если элементаль переживает, я думаю, он должен пережить уже сколько было всплесков у него. И ставить перед лицом колосса, а элементалем дабл коллект делать. Ну или тоже в лицо идти. А я и сейчас могу колосса поставить, но с другой стороны он практически его контрит. Ну да, Наверное, сейчас... лучше через элементаля сыграть. Ну, я всё-таки. тоже так думаю, надежней. И, наверное, в левую часть поставь, чтобы там потом на дабл коллект. Хотя тут и вниз, может, есть смысл поставить.
Наверное, вниз. Наверное, вниз. Да, 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 потому да. что Потому что прыгать Авроры нету, под нее смысла нет ставить. Сейчас третий всплеск. Тут Да. ты, в принципе, можешь законтрить. Да ну, да не... Это, конечно, заход в 10, За 10. Да. в 10 картах 3 всплеска. Это, конечно... И потом 2 с удаленным было. Ну, И с удаленным. из хороших новостей то, что у него уже нету всплеска. Ничего. Ничего у него уже нету практически. Надо брать Дропни, карту. наверное, может что-то... Хорошо. Все не законтрит, думаю. Или... Да. Ему Вот, чтобы землю не придется подставить. строить. Ах, я одну лягушку все равно под дальний бой подставил. Да, Я это, кстати, тоже не заметил. Да. это была моя ошибка. Но это не критично. Наверное, наверное. Вот такая игра, у меня 8 здоровья, я рассказываю, что не критично. 6. Еще одна фея. Еще одна фея. Так, мне тут помощники, коллеги подсказывают, что как бы надо нашу трансляцию сегодняшнюю завершить уже, чтобы и нашим зрителям было не скучно долго смотреть. Хотя бои увлекательные, поэтому очень-очень надо завершить на хорошей ноте. Я буду стараться. 3 всплеска вышло. Могут быть еще гневы. Да, и если зайдет, сейчас у него ж есть событие, которое... Ух, он прям все контрит. Ну, не законтрил, прям чуть-чуть не хватило. Но такое себе, да. Может, в надежде, что зайдет... так ты ничего не выставляешь. В надежде, что зайдет зверь мистический. Только уже не под бой ставить. Слева контрится. Но мне тут по мане не хватает. Я ничего. Я сейчас Ну, возьму дропнуть на мистического, я имею в виду. Попытаться. Ты в любом случае ничего сейчас не ставил. Я бы дропнул карту, наверное. 6 маны. Может еще и спешка прийти вроде как. Унизительный. Если что, эту фигню можно будет 2 унизительными Мгм. снять. И колосс еще останется жить. Но это тоже дорого. 3-2 за 6 маны. Ну, у тебя 6 жизней. Тут надо что-то думать. Фейку можно унизить. Вообще желательно спешку, конечно. О, Тут вопрос, тут надо, я бы подхилился, потому что там может быть, у него будет 7 маны, 9. Ну тут и надо подхилиться, еще и выставить что-то. Супер задача. Супер задача. давай посчитаем. 6 маны. 3 плюс 2, 5. Неплохо сыграно, говорит он мне. Но, возможно, у него есть вот это, как, ну, ты понял, 9 урона наносит, пламенный дождь или что это там. Забыл название. Да, в таком случае по-любому надо. И как назло еще и нету существа, чтобы поставить. Кстати, это нормально. Ну, если у него есть дождь или гнев, то он все равно типа забирает через 3-2, да. Надо 3-2 забирать. А фейка такое себе, а 3-2 надо забирать. Угу. И по-любому хиляться. И по-любому лечиться, надеяться, что ему не зайдет, и выставлять колосса. У него стат много. Он поможет. Оставлю его стоять тут, потому что фейка до него так не достанет. Если что, он останется стоять. Прямо у него и фейка бафнулась. Шикарно. Заход у него хороший в руке. Что у него? Но у меня по-прежнему есть 2 унизительных, которыми можно фейку типа убить. Угу. Ну, Очень напряжен. или колосса. Я бы колосса, наверное, ставил. Он еще, конечно, грамотно
фейку поставил. Или 2 жаб. Слушай, можно. Рядом с ним, ну, тоже не подбой жабу. И в правой части от твоего колосса. Короче, чтобы не было подбоем. Я думаю, жаб. Слева возле 4-2. Да, и И справа внизу. возле колодца. Не прям возле колодца, чтобы ты жабой доставал, если он эту законтрит. Да. Ну, наверное, да. Можно сыграть не возле колодца, а типа на средней той земле. Ну, я же говорю, на средний, да, на средний. Чтоб ты жабой прыжком доставал до феи, если он законтрит. Да, и, И был ману и брать. при этом был не подбоем, и, наверное, ману. И надеяться, что у него не будет этого. Ну, сейчас ты должен выживать. Это разве что он 2 заюзает. 16 маны. Ну, это... Так, Ой, по-моему, это еще та карта, что если он берет плюсы, я теперь понял, что он берет плюсы. Не выноса. да, Атхил все-таки меня тогда спас. И спасли жабки выставленные. Но что делать дальше? Вот в чём Ставить вопрос. элементаля. Элементаля? О, такого нет. Ну, ой, элементаля, колосса. И, наверное, ставить возле... Ну, подожди. Ну, наверное, ставить возле... Тут и то вредно, и то... Ну, не давать ему... Хотя этот +1. Хотя вот ты поставишь элементаля, фейка, он уйдет. И, наверное, справа ставить колосс. Ну, мне так кажется. В Справа? центре ты под фею встаешь. В центре. Под фею, а что остается делать? Ну, Ну. да, с другой стороны, право лучше. Он и ману соберет, второй колосс станет дешевле. И ты тогда, Если если он выживет сейчас каким-то чудом, ты соберешь, поставишь второго колосса за 4. И будешь ждать приказа императора на отхилы. Ну тут сложная ситуация, наверное. Такая тоже для жабок неприятная. И не сказать, что ты где-то проиграл. У него просто было все. Топ-заход. Это, кстати, вот это тоже третья карта, которую он ставит, не наносит единицу урона. Вот третья. Он 6 только не снял. Так, тут смотри, фейка, не иди вперед элементалем. Он там фейку поставил. Но ты сейчас можешь это убить или элементаля еще поставить перед лицом. Я в наверное. центре, да, ставлю элементаля. Ой, Ну, не элементаля, а колосса. в колосс. Я не знаю почему. Да, друзья, это уже заговариваюсь уже. Эмоции. Если в этой... Ага, и 2 хп осталось. Ну, это Но интересно. у него нет карт, посмотри. Я вижу, он все разыгрывает. Ну, тут... Только и под фейку не стань. Да, влево надо уходить. Влево. И мистического играть. Я не знаю, может попробовать фейку законтрить? С одной стороны. Зачем? У него 19 маны. Хай собирает себе. 19 маны, ты ему... Чем ты ему... Пускай стоит, радуется жизни. Мне так кажется. И может я вообще боевых жаб сыграю. Или боевых жаб хороший вариант. Слева, справа, да. Хороший, если у него нет гнева сайфа. Но он бэмит, тебе не выжить, и он еще не знает, что ему за карта зайдет. Это так... У него может быть гнев сайфера еще один, поэтому... Да, я ну не знаю. пока в руках ничего нету. Ну, я А так, ты сколько использовал приказов? вроде как 1 или 2. Но Мгм. вообще их 3. Надеяться, Точно, что ему не я зайдет. Я не помню, наверное. использовал. Ему зашло, походу, раз он взял бану. А зачем ему так много? Зачем ему так много это было? Ну давай уже разыгрывай, не томи, друг. Я до последнего надеялся, что он все колосс возьмет в себя, знаешь, оно как-то пошло рандомом. Ну что ж, друзья, мы на сегодняшней нашей встрече подходим к концу. Мы убедились, какой эксперт из Максима. Это я, конечно, шучу. На самом деле он очень хорошо играет. Я много у него интересных моментов перенял для себя.
И надеюсь, тоже для вас было интересно наблюдать. И пишите комментарии, отзывы, предложения по тем же жабкам. И в описании к видео смотрите на дополнительные материалы. Всем Колода спасибо там за тоже. встречу. И тебе слово, Максим. Колода будет тоже в описании к видео. Кто захочет, тот поиграет, попробовать. Спасибо за просмотры. Спасибо за внимание. Пока. Играйте в феерию, но давайте глазам отдыхать. Спасибо.